Здравствуйте, друзья! Пресс-служба ВАДА выступила с заявлением касательно продвижения расследования по делу Камилы Валиевой, а также заявила, в какой срок должно быть объявлено окончательное решение. Напомню, 8 февраля 2022 года во время зимних Олимпийских игр в Пекине Камила Валиева получила официальное уведомление о нарушении антидопинговых правил. В ее пробе, взятой 25 декабря в период проведения чемпионата России по фигурному катанию, было обнаружено запрещенное антидопинговым агентством вещество. ВАДА выступила с заявлением, что в целях эффективного и справедливого спортивного правосудия, согласно международному стандарту по обработке результатов расследования нарушения антидопинговых правил должно проводиться своевременно. В связи с этим любое дело, вне зависимости от типа нарушения, должно быть расследовано в течение 6 месяцев с момента получения уведомления спортсменам. В случае Камилы Валиевой до 8 августа 2022 года. Ну а расследование, проводимое в окружении спортсменки, со слов пресс-службы ВАДА, на данный момент все еще продолжается. Это, конечно, все замечательно, однако у меня возникла парочка вопросов. Интересно, как в нынешних условиях проводится расследование окружения фигуристки. Что-то мне подсказывает, что существуют некоторые трудности, особенно с доступом в страну. Также очень занимательно слушать про сроки со ссылкой на международные стандарты, когда обнародование допинг-теста Валиевой произошло с нарушением всевозможных временных рамок. Ну и третье, можно ли теперь верить в независимость ВАДА как в проведении тестирования и проверки допинг-проб, так и в расследовании нарушений после всех последних событий, когда различные международные организации в обход любых правил и законов отстранили российских спортсменов от международных соревнований, навесив ярлыки на жителей всей страны. За последние несколько недель международные спортивные организации полностью дискредитировали себя, показав свою ангажированность и политическую зависимость. Как после этого можно верить в то, что все манипуляции с допинг-пробой Валиевой были проведены согласно правилам? Если месяц назад подобная мысль звучала дико, то сейчас, после незаконных отстранений и унижений российских спортсменов, случай с Камилой заиграл новыми красками. Данный вид допинга не дает никаких преимуществ фигуристам. Ранее спортсмены Хрустального не попадали в подобные ситуации, а в этот раз попала самая молодая, где ответственность должны понести тренерский штаб и самая сильная фигуристка взрослой сборной. Мотива нет, зато последствия максимально серьезные, особенно для сильнейшего тренерского штаба в мире. Более того, активно звучали призывы дисквалифицировать всю российскую сборную от международных соревнований, и все из-за одной допинг-пробы. Лично мое мнение такое: после того, как обстановка в мире нормализуется, необходимо полностью пересмотреть деятельность всех этих независимых организаций со штаб-квартирами в Америке и Европе. Нынешняя ситуация, когда в организациях принимают решения одни и те же люди из одних и тех же стран, не может более существовать. Думаю, не только Россия заинтересована в этом, а также Китай и многие другие страны. Если Россия вернется в мировой спорт на тех же условиях, что и до событий на Украине, мы так и останемся спортивным придатком, об которого любой может вытирать ноги абсолютно безнаказанно и даже поощряемо.